Привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный блог Serge Cuisine. Меня зовут Шахматов Сергей. В этом видео я покажу вам, как достаточно легко и увлекательно можно приготовить шикарный медовый торт с добавлением натуральной малины. И где-то в процессе я расскажу вам, почему этот десерт стал настолько популярным в России. Пожалуй, самое сложное в рецепте, на мой взгляд, это выпечка коржей. Ну и, конечно же, дождаться, когда они пропитаются кремом, и торт можно будет подавать к столу. Этот торт грандиозно вкусный, а любители медовика придут в неописуемый восторг от его нежного аромата и неожиданного малинового послевкусия. Ну что же, я готов приступить к приготовлению теста для моих медовых бисквитов. Я заранее подготовил все ингредиенты, разложил их перед собой, чтобы потом не отвлекаться от творческого процесса. Итак, тесто я буду готовить на водяной бане. Это когда посуда, в которой смешиваются ингредиенты, не касается напрямую кипятка, а нагревается за счет горячего пара. В металлической чаше смешаю 50 грамм подсолнечного масла без запаха. 2 яйца отборной категории, это примерно 120 грамм. «200 грамм сахара, 70 грамм ароматного цветочного меда, и 10 грамм пищевой соды. Ставлю чашу на сотейник с водой, кипящей на среднем огне, и перемешиваю венчиком до однородной массы. Затем, помешивая силиконовой лопаткой, нагрею тесто на водяной бане и подожду, пока оно увеличится в объеме чуть-чуть и станет светлее. После этого добавлю туда 160 грамм муки и буду продолжать помешивать еще 3 минуты. Далее снимаю чашу с сотейника, осторожно, не обожгитесь паром, и добавлю еще 320 грамм муки. Тщательно перемешаю тесто до однородной консистенции. Можно сделать это руками, но оно очень липкое, и я предпочитаю делать это силиконовой лопаткой. И так как тесто должно полностью охладиться перед выпечкой, я поставлю его в холодильник на 20-30 минут. За это время я подготовлю 4 листа пергаментной бумаги для выпечки моих будущих медовых коржей. Если у вас есть силиконовые листы, прекрасно, они тоже идеально для этого подойдут. Ну вот, тесто остыло, и я перехожу к приготовлению своих ароматнейших медовых коржей. Только перед этим я поставлю нагреваться печь до 175 градусов Цельсия. Итак, мне необходимо разделить тесто на 8 равных частей, это примерно по 112, по 116 грамм. Немного посыпаю мукой рабочую поверхность и раскатываю тесто на круги диаметром около 20 сантиметров. Круги получаются достаточно тонкие, примерно 3 мм. И перекладываю их на пергамент. Чтобы убедиться, нужного ли диаметра ваши коржи, приложите тарелку, по которой вы будете их потом обрезать, и проверьте. У меня форма для торта, и я ей буду проверять. И отправляю свой первый противень в разогретую духовку на 8 минут. В домашней печи я рекомендую выпекать не больше одного противня за раз. Я продолжу раскатывать круги и выпекать поочередно коржи. Как только таймер прозвенел, я достал мои готовые коржи. Необходимо отрезать неровные края, пока коржи еще не остыли. Я делаю это формой для торта.
Все маленькие кусочки пока отложу на отдельную тарелку. И проделаю все то же самое с оставшимися коржами. Все коржи готовы и обрезаны. Оставлю их остужаться и примусь за изготовление крема. Есть большое множество разновидностей крема для приготовления медовика. К примеру, сметана со сливочным маслом или со сгущенным молоком, или просто сметана с сахаром. Я готовлю крем из сливок, сметаны и сахара. Итак, приступаю к приготовлению крема. В глубокой посуде я взобью миксером до пышной пены 300 грамм сливок 33% жирности и 200 грамм сахара. И потом добавлю 400 грамм сметаны 20% жирности. И все хорошенько перемешаю. Вот и все. Да, так просто, мой крем готов. Осталось теперь соединить его с медовыми коржами и дождаться, пока они пропитаются. Обычно для сборки этого торта я использую специальные формы, но сегодня я решил сделать это по-домашнему. Я подготовил 150 грамм замороженной малины и приступаю к грандиозному процессу. Буду собирать свой торт на подставке для торта. На первый корж положу 100 грамм крема и распределю его равномерно. Сверху раскидаю около 20 грамм малины и сразу перехожу к следующему коржу. Аккуратно придавите его сверху руками и кладем следующий слой крема. И так слой за слоем, пока не сформируем весь торт. Пока идет процесс, расскажу вам про императрицу Елизавету Алексеевну. Это та, что была женой Александра I. Так вот, Елизавета на дух не переносила мед и все, что с ним связано. Под негласным запретом при дворе были и пряники, и ковришки, и другие блюда на его основе. И однажды на кухне появился новый кондитер, который по какой-то причине не знал о вкусовых особенностях императрицы. Решил приготовить для нее медовик. Но можете себе представить, что жене императора настолько понравился медовый десерт, что она решила наградить кондитера за изобретательность. А рецепт медовика разлетелся по всей стране. Так, укладываю последний корж, оставшийся крем выложу сверху торта и распределю его лопаткой по всей поверхности. Вот и все готово. Теперь вернусь к тем кусочкам, которые остались после обрезки коржей. Мне необходимо их измельчить на мелкие кусочки. Я сделаю это блендером. И смело все крошки высыплю наверх торта. И разровняю их руками. А вот теперь началось самое сложное в приготовлении торта для меня. Это ожидание, пока коржи хорошенько пропитаются и станут мягкими. Нужно, чтобы он постоял в холодильнике как минимум 6-7 часов. И я оставлю его там до завтрашнего утра. Ура! Настал тот сладкий момент, наконец-то! Торт полностью пропитался, хорошо настоялся. Теперь-то и можно насладиться его нежнейшим ароматом и благородным вкусом. Отрежу кусочек. Этот медовик очень вкусный, приятный аромат возбуждает желание его попробовать. Нежная и воздушная текстура доставляет удовольствие вкусовым рецепторам, а малиновые нотки заставляют съесть еще кусочек, и еще, и еще. Спасибо вам большое за просмотр. Приготовьте этот медовик сами
и убедитесь, что в этом нет ничего сложного. Выкладывайте фото вашего медовика у себя в инстаграме и отмечайте меня. Подписывайтесь на мой канал и следите за новыми выпусками. Пока-пока.